В начале всего лишь пустота и тьма. Ни земли, ни неба, ни света. Только безмолвие и бескрайний мрак. Но затем прозвучало божественное слово. Повеление Всевышнего, которое стало началом всего сущего. Он тот, кто сотворил небеса и землю в 6 дней, затем вознесся на трон. Он управляет делами. Коран, сура Юнус, аят 3. Свет прорезал тьму, хаос обрел порядок, и Вселенная начала свое грандиозное путешествие. Галактики вспыхивали, как огненные цветы. Звезды рождались и угасали, оставляя за собой следы света и тайны. Он сотворил небеса без видимой опоры, рассеял по земле горы, чтобы она не колебалась, и создал на ней все виды существ. Коран, 31 сура, 10 аят. Планеты вступали в свои вечные орбиты, танцуя в бескрайних просторах космоса. И среди этой великой симфонии света и тьмы появилась планета — Земля. Но Земля не была просто холодным камнем в пустоте. Она стала колыбелью жизни. Мы распростерли Землю и поместили на ней горы, и взрастили на ней всякий вид прекрасных растений. Коран, сура Каф, аят 7. Бурлящие океаны, зеленые леса, дикие пустыни и высокие горы – все это стало декорацией для удивительного чуда. И среди этой бесконечной игры света и тьмы появился тот, кто был создан не просто как еще одна форма жизни. Тот, кто смог взглянуть на звезды и задать себе вопрос: «Кто я?». Мы создали человека из сущности Земли. Коран, сура Аль-Муминун, аят 2. Этот великий странник – человек. Но человек – это не просто набор клеток или организм, приспособленный к жизни на Земле. Он – вершина творения, хранитель знания и носитель духа. Он способен созерцать звезды и размышлять о смысле бытия. Его разум простирается от микрокосмоса до галактик, а его душа – от земного мира до небесного. И мы даровали ему слух, зрение и сердце, но немногие из них благодарны. Коран, сура Ас-Саджда, аят 9. Человек может чувствовать величие гор и хрупкость лепестка цветка. Он задает вопросы, на которые нет ответа, и ищет истину даже там, где ее не видно. Это его жажда знаний и стремление к пониманию делает его уникальным среди всех созданий. Но что делает человека действительно уникальным? Почему именно его Создатель назвал наилучшим из творений? Мы сотворили человека в наилучшем облике. Коран, сура Ат-Тин, аят 4. Это не только его разум и чувства. Это его способность выбирать, его стремление к праведности и его желание преодолевать собственные слабости. Это его способность творить искусство, создавать науку и искать духовное просветление. Его свобода выбора – это право выбирать между добром и злом, правдой и ложью, верой и неверием. Это его стремление искать истину и стремиться к совершенству. Но как появился человек? Является ли он лишь случайным результатом хаотичных процессов? Или его создание было частью великого замысла? Тысячи лет философы пытались понять природу души. Ученые изучали тело человека, открывали секреты его анатомии, исследовали его разум и психику. Но даже сейчас, в эпоху цифровых технологий и космических путешествий, человек остается великой загадкой. Наука исследует материю, анализирует клетки, изучает ДНК, но не способна объяснить сущность души. И спрашивают тебя о душе. Скажи: «Дух, от повеления моего Господа, вам дано только немного знания». Коран, сура Аль-Исра, аят 85. Древние откровения дают ответы на вопросы, перед которыми наука остается бессильной. Эти ответы были даны человечеству более 1400 лет назад, когда Коран описал тайны создания человека. Тайны, которые наука только сейчас начинает постигать. Откровения Корана не просто поэтичны, они точны. Эти древние строки описывают процесс, который только сейчас становится понятен науке. Они не просто рассказывают о происхождении человека. Они указывают на глубину его духовной природы. Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие
от первой капли до полноценного человека. Мы шаг за шагом раскроем этапы создания человека, описанные в Коране. И на каждом из этих этапов мы увидим, как наука подтверждает древнюю мудрость. Мы не просто рассмотрим биологические процессы, мы увидим, как каждый этап создания человека отражает высшую мудрость и замысел Творца. Этот путь – это не просто биология. Это история нашей жизни, нашего предназначения, нашего стремления к истине. Это история каждого из нас. Первый этап начинается с глины. Коран в суре Муминун 23-12 говорит: «Мы создали человека из сущности земли». Но что означает эта глина? Это не просто прах, а богатая смесь минералов и элементов – углерод, кислород, водород и азот. Современная наука подтверждает, что человеческое тело действительно состоит из тех же элементов, что и почва. Глина – это не просто вещество, а основа жизни. Это символ нашей связи с Землей, миром, который питает нас и к которому мы однажды вернемся. Она напоминает нам о нашей земной природе и бренности. Мы вышли из нее и вернемся в нее. Это глубокий символ того, что наша жизнь – это путешествие, начатое в прахе и завершающееся в нем. Но жизнь – это не просто материя. Следующий этап создания человека связан с водой. Коран, сура Фуркан. Он тот, кто создал из воды человека и сделал его родственником по крови и по браку. Вода – это не просто химическое соединение. Это живительная сила, которая питает каждую клетку, обеспечивает обмен веществ и поддерживает жизнедеятельность. Современная наука подтверждает, что человеческое тело на 60–70% состоит из воды, а каждая живая клетка содержит эту жизненно важную жидкость. Вода – это первооснова жизни, среда, в которой зарождаются даже самые простые формы существ. Но ее значение выходит за пределы физического. Вода символизирует чистоту, обновление и связь между всеми живыми существами. Это не просто вещество, это дар Творца, который объединяет нас с природой и друг с другом. Но как же из простых элементов возникает жизнь? Коран описывает третий этап – создание человека из капли. Сура Инсан гласит: «Мы создали человека из капли смешанной жидкости». Эта капля – это не просто вода. Это начало жизни, в которой скрыта вся судьба человека. В этой крошечной капле заключена Вселенная, будущее, характер, черты лица, даже предрасположенности. Современная наука подтверждает, это капля, сперматозоид и яйцеклетка, которые несут в себе всю генетическую информацию будущего человека. Эти клетки соединяются, и из них возникает новое существо. Это не просто биологический процесс. Это замысел Творца, закодированный в генах, мельчайших структурах, содержащих тайны жизни. Наука объясняет механизм, но не способна раскрыть смысл. Ведь каждый человек – это не просто набор клеток, а уникальная душа, которая начинает свое путешествие из этой капли. Жизнь продолжается и переходит в четвертый этап – развитие эмбриона. Коран, сура Аль-Алак, создал человека из сгустка. Этот сгусток – это зародыш, который прикрепляется к стенке матки. Современная наука описывает этот процесс как имплантацию, когда зигота, образовавшаяся после зачатия, превращается в эмбрион и закрепляется на внутренней поверхности матки. Именно здесь начинается его развитие. Клетки эмбриона начинают делиться, формируя ткани и органы. Это чудо жизни, которое происходит в глубине материнского чрева, скрытое от глаз, но наполненное тайной созидания. Наука видит в этом биологический процесс, но для верующего это проявление мудрости Творца. Ведь в этом сгустке скрыт потенциал целой жизни, судьбы и духа. Затем приходит следующий этап – формирование костей и мышц. Коран в суре Аль-Муминун говорит: «Мы создали из сгустка кусочек плоти и создали из него кости, а кости облекли плотью». Современная эмбриология подтверждает этот процесс.
Сначала у зародыша формируется хрящевая структура, мягкий каркас будущих костей. Постепенно хрящи затвердевают, превращаясь в кости. Затем мышцы окружают костный каркас, создавая сильное, подвижное тело. Это не просто биологический процесс. Это словно строительство великого храма, где каждая деталь имеет свое место. Именно так из крошечного эмбриона формируется человек, существо, наделенное силой и гибкостью. В этом точном процессе мы видим не только действие природы, но и отражение мудрости Творца. Но человек – это не просто плоть и кости. В Коране, в суре Ас-Саджда говорится: «Потом он придал ему правильный вид, даровал ему слух, зрение и разум, вдохнул в него от своего духа». Современная наука подтверждает, что слух – первое чувство, которое развивается у плода. Уже на 16-й неделе он начинает улавливать звуки, биение сердца матери, ее голос, шумы внешнего мира. Именно слух становится первым окном в окружающую реальность. Позже развиваются глаза, и к концу беременности малыш начинает реагировать на свет. Но человек – это не просто набор органов чувств. Это существо, наделенное разумом и душой. Коран говорит о даровании духа, который делает человека уникальным. Этот дух – источник разума, морали и внутреннего света. Это то, что отличает человека от всех других созданий. Это способность размышлять, чувствовать и искать истину. Даже находясь в утробе, человек уже начинает свое первое знакомство с миром, ощущая его звуки и свет. Эти первые впечатления становятся фундаментом его жизни. 7-й этап – это определение пола. Коран, сура Ан-Наджм, говорит: «И что он создает пары, мужскую и женскую». Современная наука подтверждает: пол ребенка определяется в момент зачатия, когда сперматозоид, несущий одну из двух хромосом, X или Y, соединяется с яйцеклеткой. Этот простой биологический процесс таит в себе глубокий замысел. Пол – это не просто сочетание генов. Это божественное предопределение, заложенное в генетическом коде каждого человека. Но хотя пол определяется сразу, его внешние признаки начинают формироваться лишь на 12-й неделе беременности. Этот процесс – не просто проявление биологии, но отражение великого замысла Творца. Он создает не только физические различия, но и уникальные качества души и характера, которые делают каждого человека неповторимым. Каждый ребенок – это новая история, новое начало. Он приходит в мир с даром выбора, с правом строить свою судьбу. Определение пола – это лишь первый шаг на этом пути, начало великого путешествия человеческой души. Но не только физическое тело делает нас людьми. 8-й этап – это дарование духа и сознания. Коран, сура Ас-Саджда. Потом он придал ему правильный вид, вдохнул в него от своего духа. Этот момент – не просто биологическое развитие, а рождение самосознания. С развитием мозга и нервной системы у плода начинает формироваться сознание. Это не просто способность ощущать мир, это осознание себя. Младенец в утробе матери начинает слышать, реагировать на звуки, ощущать тепло. Но с дарованием духа происходит нечто большее. Дух – это искра, которая превращает живое существо в личность. Это способность размышлять, отличать добро от зла, стремиться к истине. Это тот невидимый свет, который делает человека уникальным среди всех созданий. Человек становится не просто существом, но разумной душой. Именно эта искра делает нас способными любить и сострадать, искать истину и мечтать. Именно она позволяет нам осознавать свою жизнь, свое предназначение и стремиться к совершенству. Это то, что делает человека не просто биологическим существом, а носителем духа, способным к великому и светлому. И, наконец, 9-й этап – это рождение. Коран, сура Нух. «И Аллах извел вас из утробы ваших матерей, не знающих ничего». Младенец приходит в этот мир беспомощным, но с бесконечным потенциалом. Его глаза впервые видят свет, его кожа ощущает прикосновение,
а его сердце начинает биться в ритме жизни. Каждый ребенок – это чистая страница, на которой начнется новая история. Его первый крик – это объявление о начале пути. Он не знает ничего, но обладает способностью к обучению. С каждым днем он будет открывать мир, видеть свет, слышать звуки, чувствовать тепло материнской любви. Этот путь не просто физический рост, это духовное пробуждение, которое ведет от невинности к мудрости. Человек начинает свой путь с абсолютного незнания, но его душа стремится к знанию, его сердце – к любви, а его разум – к истине. Это великое путешествие, на котором каждый из нас должен обрести свое предназначение. Эти 9 этапов – это не просто биологический процесс, это путешествие, в котором материя обретает сознание, а душа – тело. Это путь, который человек проходит от простой материи к существу, наделенному разумом, сердцем и духовной целью. Коран, ниспосланный более 1400 лет назад, описывает развитие человека с точностью, которая поражает даже современных ученых. То, что когда-то считалось поэтической метафорой, сегодня подтверждается открытиями эмбриологии, генетики и медицины. Создание человека – это не просто природный процесс. Это божественное чудо, где материя и дух соединяются в одном существе. Это доказательство великой мудрости, которая стоит за каждой клеткой, каждым дыханием и каждой мыслью. И каждый из нас – это живое воплощение этой истины, светоч, который зажегся из капли и вырос до осознающего свое предназначение существа.